Друзья, приветствую вас. Давайте разберем свежевышедшие позиции СОТ SFTC, куда благодаря им, скорее всего, будет направлен рынок на этой неделе. Также посмотрим, как торговалась московская биржа, какие позиции у юридических лиц на Форте, ММВБ и, соответственно, куда ждать движения по российским активам с утра во вторник. И рассмотрим важнейшие политические события, которые сейчас уже начинают происходить и которые в самое ближайшее время будут двигателем текущей политической и экономической ситуации в мире. Итак, вышли данные СОТ SFTC, но давайте начнем, наверное, с меди. По меди они подросли. И такое позитивное движение по меди, оно связано, разумеется, с тем, что идет достаточно активное восстановление Азиатско-Тихоокеанского региона. Сегодня, 16 ноября, показал бурный рост фондовый рынок и Японии, и Китая на фоне статистических данных, которые вышли. Ну и здесь медь, она очень тесно связана, особенно с тем, что происходит в Китае. Если в Китае все хорошо, то в большинстве случаев по меди тоже положительная динамика. Так, далее сырая нефть. Здесь спекулянты нарастили лонговые позиции, произошел прирост, порядка где-то 5%. То есть ожидают, что по нефти будет все-таки либо позитивное движение, рост, либо боковик. Я все-таки больше склоняюсь к тому, что по нефти мы на этой неделе увидим боковое движение. Поскольку, объективно на фоне того, что идет рост коронавирусной инфекции, количество заболеваний в Европе и Соединенных Штатах, здесь, я думаю, все-таки не будут такую особо большую ставку на нефть делать. То есть, да, здесь возможен какой-то задерг на 46, даже скорее на 45,5 по бренту, но потом, я думаю, все равно все перейдет в боковик, который уже ранее оформился. И фактически движение вокруг магической цифры 42,55 по бренту, 42,55. Так, далее то, что касается золота. По золоту произошло небольшое снижение, но здесь в пределах погрешности. Я все-таки думаю, что по золоту не будет на текущий момент существенного провала, то есть продолжится движение в районе текущих значений 1900, точнее там даже будет более такой широкий коридор, который 1882-1911. Возможны такие движения, как мы сегодня видели на фоне волшебной вакцины, когда золото просто покрошили беспощадно. Но все это идет в движение в рамках боковика, в рамках более, скажем так, расширенной консолидации. И на текущий момент я не думаю, что золоту дадут начать корректироваться и двигаться на 1800 и потом, соответственно, на 1750 и 1500. Я думаю, такой сценарий сейчас маловероятен. Скорее проторговка и потом рост. Так, по NASDAQ, видите, наоткрывали шортов, но, видимо, эти шорты, они сыграли роковую роль. Их использовали для того, чтобы рынок вынести наверх. Потому как по NASDAQ наоткрывали шортов, по S&P лонги спекулянты порезали. И, видимо, в данном конкретном случае как раз за счет спекулянтов, если они не успели переложиться, и произошел этот пир и вынос на вакцине. Так, и по природному газу произошло небольшое увеличение лонговых позиций. На текущий момент все-таки с большей степенью вероятности те прогнозы метеорологов, которые я видел, там указывается, что они ожидают холодную зиму. Соответственно, холодная зима – это спрос на природный газ. Это позитив для Газпрома и Новатэка. Так, далее по серебру. Смотрите, по серебру здесь ситуация достаточно хитрая. Связано с тем, что сам металл очень хитрый. С одной стороны, он благородный, с другой стороны, это металл новой зеленой экономики. Солнечные батареи, они будут очень активно требовать серебра. И поэтому как раз у серебра, я думаю, очень позитивная тенденция на развитие спроса. И вполне мы можем увидеть по нему все возможные движения наверх, если не вмешается злой рок.
Так, на текущий момент по серебру даже немножко нарастили лонгов, то есть ситуация лучше, чем по золоту. Я думаю, здесь тоже будет какое-то движение в рамках боковика. Мы с вами отдельно диапазон на графике рассматривали, еще посмотрим, как это движение может сформироваться. Вот. Но в целом, я думаю, эта неделя, она и для золота, и для серебра принесет движение в боковике. Ну и, собственно, данные по сотам, сот SFTC, они подтверждают эту гипотезу во многом. И для серебра, в общем-то, здесь больше шансов, чтобы двинуться к верхней границе и попытаться ее пробить. Так, ну и далее рубль ни жив, ни мертв. В районе нуля идет колебание. Так, ну здесь, видите, американские спекулянты немножечко на 10% уменьшили количество шортов. То есть, ну, гипотетически можно сказать, что они делают ставку на то, что рубль все-таки будет укрепляться. Но на самом деле, вот это движение, оно идет около нуля. И здесь особой разницы оно не играет. То есть, говорить о том, что оно играло существенную роль, можно было тогда, когда эти позиции были достаточно велики. Сейчас в текущих реалиях пока, ну, можно сказать, что есть слабый намек на позитивное движение. Но на данный момент, с учетом абсолютного значения по модулю вот этих лонгов, я бы на них не ориентировался. То, что касается рубль-доллар. Так, ну и далее то, что касается позиций спекулянтов по евро. По евро идет снижение. Постепенно из евро выходит. Но я все-таки думаю, здесь должен быть еще один задерг. Возможно, даже и два. Вот. Если в ближайшее время никакого трэша в плане риск-оффа или какого-то обвала в Европе не случится, то, я думаю, высока вероятность того, что вот эта тенденция изменится, и мы увидим, когда по евро будут наращивать лонги. Но все-таки на текущий момент лонги режут спекулянты и делают ставку на то, что евро к доллару будет ослабляться в течение текущей недели. Так, друзья, далее позиции на форте, на ММВБ. Так, исходя из позиции по фьючерсу РТС, здесь ожидают рост по фьючерсу РТС. Юридические лица наращивают лонги. Динамика здесь, ну, с моей точки зрения, вполне позитивная. Так, ну вот что касается Сбербанка. По Сбербанку делают ставку на то, что все-таки Сбербанк немножко скорректируется и пойдет к нижней границе проторговки. Лонги порезали по фьючерсу юридические лица. Так, по Газпрому, но здесь устойчивая ситуация на рост. Срезают шорты, то есть ожидают, что рост по Газпрому будет продолжаться. По Норильскому никелю схожая ситуация с Газпромом. Тоже режут шорты и, соответственно, делают ставку на рост Норильского никеля. Так, доллар-рубль. Здесь сделали ставку юридические лица на то, что доллар будет укрепляться, расти против рубля. Шорты срезаны, лонги наращены. Евро-рубль. Здесь такая же ситуация, то есть нарастили лонги, шорты уменьшили. То есть завтра на утро ждут укрепления евро к рублю. Так, евро-доллар. Но здесь ожидание боковик. Небольшое изменение шортов, небольшой лонгов. Так, британский фунт. Здесь ставка на то, что британский фунт будет расти. Нефть Brent. Здесь открывали шортов, соответственно, ожидает, что нефть будет проседать завтра. Серебро. Здесь ставка на отскок серебра, на рост. Золото. Здесь тоже ставка на отскок и на рост золота. Так, природный газ. Но здесь нарастили шорты, ожидает, что природный газ будет проседать. Так, друзья, ну, в общем-то, это все. То, что касается позиций SOT SFTC и позиций по фьючерсам на форте и ММВБ. Обращаю ваше внимание, что не всегда цена идет в том направлении, в котором, в частности, делают ставку юридические лица на ММВБ. И также мы с вами видели на SOT SFTC, что нарастили шорты по NASDAQ, срезали лонги по S&P, а на самом деле на новости по вакцине все это дело взлетело. И здесь как бы получилась такая ситуация, что если спекулянты не перевернулись к этому моменту, поскольку соты они выходят на конец дня вторника, то получается этот банкет, этот рост, который мы наблюдали в американских индексах, он был за счет спекулянтов. Так, ну и рынок рынком, но сейчас
начинаются достаточно такие существенные важные процессы в Соединенных Штатах. Там сейчас форум экономический Bloomberg проходит. И поднимаются вопросы о том, что надо бы налаживать взаимоотношения Китая и Соединенных Штатов. Так, ну вот бывший министр Полсон также выступил по поводу нормализации взаимоотношений Соединенных Штатов и Китая, что нужно делать какие-то решительные шаги в этом вопросе. Китайские чиновники призывают поснимать все торговые барьеры, пошлины, которые Трамп наделал, устанавливал, и таким образом начать новую страницу сотрудничества. Но проблема заключается в том, что на самом деле между Китаем и Соединенными Штатами действительно объективно есть очень крупные и экономические, и политические противоречия. Экономические они заключаются в том, что Китай для Соединенных Штатов это дешевая рабсила и, в общем-то, крупнейший держатель американских трежерис, то есть, получается, Америка от Китая получает товары, а сама печатает деньги и направляет туда денежные потоки. Можно сказать грубее, в данной ситуации Китай долгое время выступал как слуга Соединенных Штатов и вообще западного мира. Здесь есть еще другой момент, который связан с абсолютно разными системами социального устройства, мировосприятия и так далее. Западный мир и Китай. То есть здесь не может быть достигнуто равновесие в силу того, что слишком разные это миры. Так, ну и вот Киссинджер сгущает краски и говорит, что если не будет достигнуто соглашение, это фактически чревато Первой мировой войной, последствиями, как были при Первой мировой войне. На самом деле не совсем мне до конца понятно, почему он сравнивает именно в плане эскалации с Первой мировой войной. Может быть, он имеет в виду, что вот этот вот дикий кризис, который разразился в 29-32 годах, но мне кажется, тут немножко в другом дело. Тут, скорее всего, это связано с тем, что сейчас, я так думаю, возникнет следующая ситуация. Дело в том, что действительно демократическая партия и демократы, они глобалисты. И они, в общем-то, и есть суть глобализма. И поэтому для глобалистов что важнее? Важнее всего бизнес. Поэтому в плане каких-то торговых операций, снятия пошлин и так далее, они наверняка пойдут Китаю максимально навстречу. Но в этом же кроется и дальнейшая мина, которая заключается в том, что именно демократы, они борются и боролись по всему миру за права и свободы. А как мы знаем, Китай и свобода – это несколько разные вещи. На примере Гонконга, заявлений по Тайваню, по Вьетнаму, по Индии даже там были заявления такие, скажем так, немножко специфические. И поэтому здесь, скорее всего, будет волна, я так предполагаю. Генри Киссинджер, я считаю, здесь во многом прав. Но только мне не совсем понятно, почему сравнение идет с Первой мировой войной, потому что если это все приведет к военному конфликту, то, скорее всего, здесь уже Первая мировая война, она покажется просто цветочком по сравнению с вооруженным конфликтом между Соединенными Штатами и Китаем, если, не дай бог, такое будет. Соответственно, сначала решение экономических вопросов, потому что демократы, они глобалисты и за глобальный капитализм, а потом начнутся трения, которые связаны с правами человека. Их никто не убрал, и Китай не собирается здесь уступать ни в чем. Но на самом деле здесь вопрос даже больше не идеологии, а экономики. Потому как проблема американского долга, она никуда не денется, если сейчас пойти на уступки Китаю и поснимать большую часть тарифов. Но здесь дилемма заключается в другом. Дело в том, что демократы, поскольку они глобалисты, они действуют более стратегически. Республиканцы, они, Трамп это воплощение этого республиканского духа. То есть он действует импульсивно. Он видит, есть проблема торгового баланса, есть проблема с тем, что Китай все заполонил. И он импульсивно вводит пошлины, тарифы поднимает и так далее.
Демократы в этом плане хитрее. Они сначала дадут типа слабину, пойдут навстречу, а потом дальше будут пытаться душить Китай в объятиях путем разжигания различных конфликтов и других действий, которые присущи были всем политикам мировым во все времена. Все, друзья, спасибо за внимание.